Всем здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале Карина Клаб, канале о вязании не только. Сегодня, наконец, мы с вами познакомимся с ковром, на котором есть узор волна. Мой ковер называется «Тоска по морю». Давненько я на нем не была. Рисунок этого ковра мною был увиден очень давно, года два тому назад, на просторах интернета. Он запал мне в душу, но все никак не было причины или времени до него добраться. А сейчас мои друзья купили квартиру, и я решила, что мне стоит их порадовать таким изделием для их новой прихожей. Рисунок этого ковра, именно этой волны, мною был увиден в фотографии, которая, как потом выяснилось, имеет авторство Юлии. Я ее координаты Инстаграм обязательно оставлю под этим роликом. Загляните к ней и увидите еще несколько вариантов того, как эту волну можно оформить в изделии. Этот ковер я вязала по кругу спиралями, узором верблюд из вот такого шнура. Шнур 5-миллиметровый, полиэфирный, и он с сердечником. Он вот такой вот круглый в сечении. Эти у меня были остаточки давно, трех вот этих цветов. Я их приобретала у Книткорд. Их координаты я тоже обязательно оставлю, ссылочку под этим видео. Этот ковер у меня получился диаметром 55 сантиметров. В нем 24 ряда. И вот на такой диаметр из 24 рядов из 5-миллиметрового полиэфирного шнура с сердечником у меня ушло 300 метров. Основного цвета была почти целый моток 200 метров и остаточки вот этих двух цветов. В общей сложности метров 30 на такое изделие у вас уйдет. Вы сами видите, что этот ковер не помещается у меня в кадр, поэтому сегодняшний мастер-класс для того, чтобы объяснить, как вывязывается вот этот узор, мы с вами будем разбирать на более тонком шнуре. И изделие у нас получится, наверное, скорее как салфетка. Но главное понять принцип, как этот узор вывязывается. Некоторые тонкости я вам покажу. И когда вы все это освоите, вам будет подвластен любой узор, любая комбинация цветов. Вы можете сюда добавить свои полоски. И давайте не будем терять времени, начнем осваивать это великолепие. Уж больно оно всем понравилось в Инстаграме. Всем спасибо огромное за ваши эмоции. Надеюсь, что лайк вы мне обязательно поставите. Не забывайте. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. У нас будет еще очень много интересных работ и уроков. Не прощаюсь, приступаем к вязанию. Сегодня для своего изделия я выбрала моточки полиэфирного шнура 3 миллиметра. Вот таких ярких оттенков. Мне кажется, они неплохо миксуются. Что мы получим на выходе, я буду придумывать прямо в процессе вязания. Посмотрим на наш результат. Я думаю, что он должен получиться очень интересным. Также нам в работе с нами понадобится для 3-миллиметрового шнура 4-й крючок. Если вы решите вязать ковер, который я вам описывала, да, в превьюшке, вам понадобится крючок номер 8, может быть даже 9, если вам будет удобнее, для 5-миллиметрового шнура с сердечником. Если вы работаете с полиэфирным шнуром, то, естественно, вам нужна будет обязательно зажигалка для прижигания кончиков. Нам сегодня в работе понадобится один маркер, ну и ножницы, чтобы этот шнур обрезать. На этом все. Не будем долго думать. Приступаем. Основным цветом моего изделия я решила сделать хаки. Уж больно я его люблю. Так как мы будем вязать с вами наши изделия по спирали, то нам свободный кончик не нужен, поэтому не оставляя никаких кончиков, да, для соединения рядов, мы с вами делаем колечко амигуруми, входим в него и вытаскиваем первый наш столбик и провязываем его. Когда я с вами вяжу идеальные круги для наших сумочек или корзиночек, я этот столбик тоже считаю. Но здесь мы вяжем по спирали, он чуть-чуть пониже, чем обычный столбик. Я его считать не буду, он нам поможет немножечко перекос убрать. Поэтому, кроме этой первой петельки, мы с вами в колечко провязываем, сильно не затягивая, еще
6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Обратили, да, внимание? Я не затягиваю. Теперь, связав, кроме первого наборного, 6 столбиков, мы с вами наше вязание затягиваем. И смыкаем наше вязание, подтягиваем края друг к дружке. Кончик оставляем в покое, мы его потом припаяем. Первый столбик нами не считается. У нас будут задействованы 6 перемычечек, которые находятся сзади. Вязание узора верблюд производится не за косички, не за передние их стеночки, не за задние, не полностью за косички. А верблюд вяжется исключительно вот за эти перемычки, которые находятся за косичкой. Входим в первую перемычку, которую мы видим в начале нашего круга. Подхватываем ниточку и сразу, переходя уже по спирали, провязываем наш первый столбик без накида. Это начало нашего второго ряда. Чтобы вам потом было легче, я-то не пользуюсь, но мало ли, мы этот ряд с вами сразу отметим маркером. Это наш первый столбик второго ряда. Так вам будет удобнее. По правилам идеального круга во втором ряду мы вяжем в каждый столбик по 2. То есть у нас идет удвоение. Было 6, должно получиться 12. Поэтому спокойненько, хватаясь за перемычечки, в каждую из них мы провязываем с вами по 2 столбика. И так вяжете до маркера. В каждую перемычку по 2 столбика. Чтобы у вас не было никаких сомнений, начиная с первого промаркированного нами столбика, с косички, вы посчитаете, что вот дойдя до маркера, у нас должно получиться с вами 12 косичек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Второй ряд мы с вами благополучно довязали. По правилам того же идеального круга в третьем ряду делается удвоение в каждый второй столбик. Также мы будем с вами продолжать вязать за задние перемычки, в принципе, как и весь коврик. В первую перемычку провязываем одиночный. Провязали. Снимаем маркер со второго ряда и маркируем первый столбик третьего ряда. Промаркировали. В следующую перемычку вяжем 2 столбика. 1, 2. И дальше чередуем одиночный столбик, двойной. И так вяжете до маркера. Я довязала до маркера. Мне уже начал вот этот вот хвостик категорически мешать. Я его подтягиваю, подтаскиваю под набранные столбики с тыльной стороны. Вооружаюсь ножницами. Кончик этот обрезаю. Поджигаю зажигалкой. И припаиваю к основанию. Все, мы его запаяли, больше он нам не мешает. Итак, можете обратить внимание, да, вот когда у нас просто провязан ряд, косички все смотрят параллельно нашей плоскости, да, нашего стола. А как только мы ряд провязали, следующий, они вот так вот начинают примыкать к серединке. Вот такой у нас уже красивенький середочка получилась. Снова вспоминаем формулу идеального круга и переходим на вязание 4-го ряда. В 4-м ряду, там, где было удвоение в предыдущем, вяжется по 1 столбику, а в одиночный провязывается 2 столбика. Самый первый мы набирали с вами одиночный столбик, поэтому по правилам круга мы в него сейчас провяжем удвоение.
провязываем 2 столбика и первый маркируем маркером. Потом 2 вяжется один в один без прибавок. Следующий мы снова вяжем удвоение. И так, чередуя 2 одиночных и удвоение, мы доходим с вами до маркера. Мы с вами закончили вязать 4 ряда. В 5-м ряду у нас с вами начнется вязание нашей волны. Я ее не буду начинать в самом начале нашего ряда, сделаю ее чуть попозже. Начну ввязывать другой цвет. И вспомним еще раз формулу идеального круга. Больше, в принципе, нам маркер не нужен. Во всех последующих рядах увидели в предыдущем ряду удвоение, 2 столбика, связанные в один, то в следующий мы должны провязать удвоение. Неважно, сколько у вас между ними, вот это вот расстояние между удвоениями будет расти, потому что в каждом ряду мы будем прибавлять только по 6 столбиков. У нас будет по 6 прибавок в каждом ряду. Увидели удвоение, следующий провязали удвоение, чтобы оно вот так вот шло по спирали. Сейчас у нас начинается 5-й ряд. Здесь у нас было удвоение. Над ним мы вяжем одиночные столбики. И после этого удвоения в предыдущем ряду в следующий мы вяжем 2 столбика. Провязали. Я решила сделать свою волну вот такого платинового цвета. Она очень контрастная, и, мне кажется, будет хорошо смотреться. Как мы сейчас будем вводить этот шнур вязания? Мы сделали удвоение. И пока мы не провяжем до конца удвоения предыдущего ряда, у нас 3 идут 3 одиночных столбика. Начинаем вязать другим цветом. Прикладываем к нашему вязанию цвет хаки, подхватываем перемычку, вот так вот прикладываем наш кончик, его тоже кладем вдоль и провязываем первый столбик цветом платина. Дальше еще 2 столбика у нас идет пока одиночных. Провязываем еще 2. Этот кончик оставляем в свободном полете, мы его потом прижгем. А вот этот вот хаки чуть-чуть подтягиваем. Он там будет свободный, чтобы с тыльной стороны он ложился ровненько, не давал бугров. Мы его немножко подтягиваем. Смотрим предыдущий ряд. У нас здесь было удвоение, над ним мы связали 2 одиночных, следом за ним у нас должно быть удвоение в этом ряду. Подхватываем также под перемычечку и провязываем удвоение. Хаки ввязываем в вязание. Дальше идет 3 одиночных столбика. 1, 2, 3. И следом опять идет удвоение. Потому что здесь было удвоение в предыдущем ряду. Я свою волну начинала, вот этот вот, вводя новый цвет, провязала ровно половину круга. Вот где-то до сюда, еще 4 столбика, мы с вами провяжем вот этим цветом платина, а потом поменяем его опять на хаки. Поехали дальше. Удвоение мы с вами сделали. Теперь у нас идут 3 одиночных столбика. 1, 2, 3. На этом мы с вами остановимся и поменяем наши цвета. Снова в работу войдет у нас цвет хаки. И так как у нас здесь было удвоение в предыдущем ряду, здесь мы с вами провязываем 2 столбика цветом хаки. Дальше вяжем до того момента, пока не найдем удвоение в предыдущем ряду, одиночные столбики. Их все так же пока 3. Я не буду даже отслеживать, где у меня будет переход на следующий ряд. Подтягиваем нашу серебряную ниточку,
чтобы она не бугрилась. Было удвоение в предыдущем ряду, в этот мы вяжем тоже 2 столбика. Так вяжем, пока не дойдем до сюда, удваивая каждый столбик, следующий за удвоением предыдущего ряда. Вот в предыдущем ряду, вот в следующий вяжем 2. Вяжем, пока не дойдем до серебряного цвета. Вяжите. Вот смотрите, здесь явно я уже перешла на следующий ряд, потому что между удвоениями в предыдущем ряду было уже 3 столбика, а в этом у меня получилось 4. И вот здесь мы должны уже удваивать. Значит, зачем, в принципе, в этом ковре надо все время следить? Это 6 прибавок в каждом ряду и смена цветов нашей нитки. Чтобы наша волна начинала закручиваться, нам надо делать смещение в цвете. Мы его делать будем в 3 столбика. Над этим и этим столбиками мы с вами провяжем цветом хаки. Будем продолжать вязать. Сюда мы сейчас делаем удвоение. 1, 2. Над первым столбиком хаки провязали. Над вторым и третьим тоже провязываем хаки. Подтягиваем ниточку, чтобы она не сборилась, и меняемся на цвет платина. Смотрим, где у нас там удвоение в предыдущем ряду. Вот здесь, значит, еще 2 столбика провязываем этим цветом. 2 столбика один в один. В этом делаем удвоение. Подтягиваем хаки. Смотрим, сколько нам еще до конца удвоения провязать надо. 1, 2, 3, 4. 4 столбика вяжем один в один. 1, 2, 3, 4. Не забывайте подтягивать тот кончик, который мы ввязываем. Сейчас мы будем с вами делать удвоение. 1, 2. До следующего удвоения у нас снова 4 столбика идут один в один. Вяжем 1, 2. Останавливаемся и смотрим. Здесь мы над 3 серебряными продолжали вязать цветом хаки. А здесь над 3 хаки мы будем продолжать вязать серебряным. Еще раз проверяем. Здесь мы сделали удвоение. Надо еще сделать 2 столбика одиночных. И вот сюда провязать уже удвоение. Сначала мы с вами провязываем 2 столбика одиночных. И запомним, да, в голове, что нам надо еще 1 столбик провязать серебряный. Мы его провязываем. Но он уже 3 над хаки. Вот 1, 2, 3. Значит, нам сейчас надо поменять цвет на хаки. И так как нам здесь надо сделать удвоение, сюда же мы провязываем 2 столбик уже цвета хаки. Все понятно? Здесь мы на 3 ушли назад. Здесь мы на 3 ушли вперед. И не забываем про удвоение. То есть следим и за горизонтом, и за вертикалью. У нас должно и расширение получаться, и цвета меняться. Дальше весь этот ряд до сюда провязывается цветом хаки, не забывая про прибавки, и не забывая подтягивать серебряный кончик, чтобы он здесь не бугрился и не вылезал при обвязке. Этот кончик прижигаете. Встречаемся вот здесь, продолжаем вязать волну. Вяжите. Теперь смотрим, если вы боитесь, что вам надо следить и за перемещением цвета, и знать столбик, в который надо сделать удвоение, ну, пользуйтесь маркером для начала. Вот я сразу нашла удвоение, которое в вязании у меня идет, и отмечу маркер, в котором мне надо будет делать удвоение. Так, про удвоение забыли. Теперь мы полностью концентрируемся на смене цвета. Над 3 серебряными столбиками
Я продолжаю вязать цветом хаки. 1, 2 и 3. Подтягиваю и меняю цвета. Хаки теперь ввязывать буду в изделие, а вязать буду серебряным. Здесь еще пока одиночный. А вот тот, который я пометила маркером, мы будем делать удвоение. Вяжем сюда удвоение. Я просто вам показываю, если вам так удобнее работать, то делайте так. Ищите удвоение в следующем ряду и отмечаете следующий за ним столбик. И будете понимать, докуда вам еще вязать одиночные столбики. Может быть, вам так будет удобнее. Ну, пока вы не привыкнете. Вот. Я вам объясняю, почему здесь как бы не имеет смысла уже начало ряда отмечать. Потому что при переходе с ряда на ряд у вас не будет одинаковых вот этих вот расстояний между вашими удвоениями. Потому что здесь ряд нахлестывается на ряд, и концы одиночных столбиков могут не совпадать. Поэтому, когда вы вяжете по кругу, ориентируйтесь чисто на удвоение предыдущего ряда. Я пока продолжаю вязать светленькой пряжей и подхожу к столбику, который я для себя отметила, чтобы не потеряться. Снимаю маркер, сюда провязываю 2 столбика. 1, 2. Чтобы опять же не забыть и не отвлечься, смотрим. Вот у нас было удвоение в предыдущем ряду. Значит, вот в этот столбик следующий мы снова будем делать удвоение. Пока вы учитесь, чтобы не отвлекаться и не пропускать удвоения, которые нам очень нужны, иначе он у вас загнется и станет вот таким вот блюдечком, а не ковриком, да, гладким. Нам надо делать в каждом ряду по 6 прибавок, поэтому это очень важно. Если вам сложно это делать в моменте вязания, помогайте себе маркером. Мы пока продолжаем вязать нашим серебряным цветом до конца серебряного цвета. Провязали. Теперь останавливаемся. Вот хаки, вот хаки, вот хаки. То есть до сюда мы должны провязать серебряным цветом. Вяжем. Здесь у нас одиночный столбик. Маркер снимаем. Сюда провязываем удвоение. И еще один. Все. Подтянули наш цвет хаки. Поменяли цвета. Теперь мы будем работать цветом хаки, а серебряный будем ввязывать в вязание. И опять остановились для себя, нашли удвоение в предыдущем ряду, следующий столбик пометили, и уже знаете, где у вас будет удвоение. Давайте так делать, может быть, это будет действительно проще. Опять также за задние перемычечки продолжаем вязать весь этот ряд. Таким образом, вы заканчиваете вязать этот ряд и еще один, также со смещением на 3 столбика. Вот видите, 3 у нас платиновых идут, перекрываются хаки. 3 перекрываются хаки. А здесь в обратном направлении хаки уходят назад на 3 столбика. Так вы провязываете еще один ряд со смещением и с прибавками. И встретимся, когда у вас уже будет 4 ряда провязано контрастным цветом. И будем вязать с вами дальше. Вот я провязала уже 4 ряда со сменой цвета. Вы уже прекрасно можете наблюдать, как наша волна начинает закручиваться. Ну, прямо видно. Отметила также маркером тот столбик, в котором мы в следующий раз будем делать удвоение. 3 столбика над столбиками хаки я провязала. И в следующем ряду я хочу менять не цвет волны, как я делала в своем коврике, а цвет основы. Хочу один ряд провязать другим цветом. Для этого я цвет хаки вообще оставляю. Мы его потом обрежем и припаяем. И перехожу вот на такой контрастный. Также продолжаем ввязывать платиновый цвет. Вводим яркий, как его назвать, салатовый. Провязываем столбик.
Кончик этот прихватываем, тоже пока провяжем 2-3 столбика, будем ввязывать в изделие. Следующий у нас тоже идет пока одиночный. И третий тоже одиночный. Переворачиваем наше изделие. Вот этот хаки мы сейчас с вами обрежем. Мы его потом опять будем вводить в наше вязание. Припаивать кончик не забывайте, а то он крошится. Крючком подхватим немножко, протянем на цвет хаки этот кончик. Вот сюда. Видите, как он сыпется. Опалим его. И прижмем к нашему вязанию. Так мы закрепили обрезанный кончик хаки. И также мы потом этот кончик тоже припаяем к нашему цвету, которым будем вязать дальше. Поехали. У нас опять теперь 2 цвета, только один сменился на другой. Хаки в этом ряду у нас пока не будет. У нас отмечено, что следующий столбик идет удвоение. Снимаем маркер, вводим крючок и сюда провязываем 2 столбика. Платиновый ввязываем в вязание, не забываем. Также опять смотрим, ищем удвоение в ряду. Отмечаем маркером следующий столбик. И продолжаем вязать ярким цветом. Не забывайте подтягивать кончик, который вы ввязываете. Он лежит свободно и может давать волны с тыльной стороны. А нам надо, чтобы у нас с изнанки тоже все было гладенько. Вот так. Так вяжете до сюда. Встречаемся здесь. И опять будем переходить на платиновый цвет. Вяжите, не забывайте делать прибавки. Я подошла к месту смены цвета. Вот 3 столбика. И вот над этим столбиком мы с вами будем этот столбик, так как здесь удвоение, один свяжем этим цветом, а второй уже платиновым. Потому что здесь нужно удвоение, но только 3 столбика мы можем провязать вот таким ярким цветом. Поэтому вяжем 1, 2, 3. Так как здесь удвоение, то мы меняем на платиновый и сюда провязываем уже платиновым цветом второй. Этим ярким контрастным цветом я буду вязать только один ряд. Поэтому здесь я кончик обрезаю. Как и обещала, мы сейчас с вами спрячем наши все кончики. Я предпочитаю это делать сразу, чтобы потом массово их не искать, не припаивать. Как бы так уже все сделано культурненько. И у вас и лицо яркое, красивое, и с тылу все замечательно. Здесь мы протянем в эту сторону хвостик. Опалим его. Да что ж такое заканчивается? И тоже припаяем к нашему вязанию. Все кончики мы спрятали. До перехода снова на цвет хаки я сейчас буду вязать одним только платиновым цветом. Также посмотрю и отмечу маркером тот столбик, который нам надо будет удваивать следующим. И смотрите, в чем здесь смысл. То есть узор вашей волны может быть любой, как вам заблагорассудится. Вы сохраняете только форму этой волны. Вы ее можете делать трехцветной, саму волну, пятицветной. Главное, чтобы она отличалась от основы ковра.
То есть полоски вы можете ввязывать как в саму волну, так и в ту основу, которая у нас считается основным цветом. Сейчас я решила не в волне делать полоску, а хаки разбавить. А волну оставляю пока тем же цветом. Дальше продолжаю вязать свою волну. Провяжу еще 4 ряда, и мы с вами встретимся. Не забывайте двигаться на 3 столбика вперед с 2 сторон волны. Не забывайте про прибавки. И следующие ряды мы будем вязать цветом хаки. Еще, давайте пока 3, договоримся, 3 ряда вяжем 2 цветами платина. И здесь снова вводим хаки. И встретимся, когда у нас 3 ряда хаки после вот этого контрастного будут провязаны. Итак, 3 ряда, соблюдая прибавки, цветом хаки я провязала. Этот цвет, такой яркий, акцентный, я выбрала как нарушитель спокойствия. Поэтому в следующем ряду я один ряд самой волны провяжу вот этим цветом, а не платиновым. Давайте попробуем это сделать. Маркер я все так же продолжаю перемещать по мере необходимости делать прибавки. Платиновый откладываем в сторону, мы его потом обрежем и спрячем. Ввязывая хаки, переходим вязать на вот этот акцентный цвет. И один ряд я сделаю такой вот яркий на самой волне. И получается, что в этом уроке вы уже видите, как можно играть штрихами, полосками на основном цвете ковра или салфетки, в зависимости от того, какой толщины шнур вы выберете. Как на основном цвете, так и на самой волне. Здесь удвоение. То есть все так же. Основная задача перемещать на равное количество петель в каждом ряду наш рисунок волны. Не забывать про прибавки. И вяжите ковер тем узором, которым вам нравится. Делайте полосатым основу. Делайте полосатым саму волну полосатой. Не пугайтесь, что у вас коврик немножечко играет. Обязательно потом мы делаем ВТО. Какой в итоге коврик получится у меня, я вам скоро покажу. А пока вяжите, фантазируйте, делайте так, как у вас лягут ваши цвета. Вот после акцентной полоски я провязала еще 3 ряда с серебряными. Посмотрите, как у нас закручивается волна. Если бы я продолжала дальше, то она бы расширялась и загибалась бы еще глубже. Но такого диаметра для подставочки под елку мне вполне хватает. Я довязала еще 2 ряда основным цветом. Он очень хорошо потом скрадывает переход от нашей спиральки к концу вязания. Он получается более гладким. Поэтому вот в конце я провязываю одним цветом основным. И теперь смотрите, когда мы вяжем последний ряд, он как бы не прижат к основному полотну. А его надо вот так вот, чтобы косички тоже прижались. Эти, видите, как смотрят на нас? А это смотрит косичка в бок. Поэтому я вам показываю, как мы будем делать с вами обвязку нашего коврика, чтобы последний ряд тоже был таким же аккуратным. Делаю я его в той части, где максимально одним цветом вывязано. Либо, допустим, когда у вас уже расширится волна, можно здесь будет это сделать. Вот, либо тут. Ну, вот здесь вот мне показалось удобнее. Что такое обвязка? Мы просто будем провязывать с вами вот в эти перемычки не столбики без накида, а соединительные столбики. Вот так, один за одним, без всяких прибавок. Вошли под перемычку, протянули через тот, что на крючке. И вот так вот провязываете по всему диаметру вашего ковра. И у вас последний ряд вот так вот ровненько начинает прижиматься к предыдущим. И вот такой красивый обрамленный край у нас с вами получается. Вы сами поймете, где косичка закончится. Здесь они смотрят на вас, а здесь они как бы уже в бок переходят. Здесь еще вот эти перемычки торчат, а здесь их уже нет, они уже легли. Довязывайте до этого места, соединяете вашу косичку, прижигаете краешек, делаете ВТО, обработку, если хотите, да, от влаги спреем. И я покрывала свой ковер латексом, но это у меня будет не ковер, а салфеточка, поэтому она останется не покрытой. Вот, и получается ваш коврик будет готов.
Он у меня небольшой. Моя задача была показать, как сам узор волны вяжется, как можно переходить на цвета в основной части вашего ковра, можно ее делать полосатой, либо как делать полоски на вашем ковре. Они могут быть разной толщины, разных оттенков и разных цветов, как я вам показывала в самом начале ролика, на большом голубом коврике «Тоска по морю». Надеюсь, что у вас вопросов больше по этому рисунку не останется. Очень буду ждать на своей страничке в Инстаграм ваши шедевры, ваши находки по рисунку этого ковра. Присылайте. Жду ваши лайки, комментарии и подписывайтесь. Мы с вами еще сделаем много всего интересного. Пока-пока.